Mia закричала, когда черные щупальца закрутились в воздухе. Жаждущий добрый Артур сбил ее на холодный камень как раз в тот момент, когда существо ударило скользкие щупальца, задели его шею, прежде чем отскочить. «Отойди назад!» — крикнул Артур, скакивая на ноги. Но извивающиеся отторки стали еще более агрессивными. Бешено шелестя по каменной тюрьме колодца в попытке вибрация. Из безопасности дверного проема призрак смотрел с печалью. «Вам следовало убеждать, пока был шанс. Теперь зверь из недр обращает свой бесконечный голод на вас». Ум Артура работал на пределе. Он анализировал каждое ужасающее движение существа, говорит, нет слабостей. Если мы сможем как-то сдержать его щупальца, возможно, нам удастся запечатать колодец, прежде чем он освободится. Он лихорадочно осматривал камеру в поисках чего-нибудь, что они могли бы использовать против демонского зверя. Вдруг Мия крикнула: «Книги!», схватив покрытие плесенью дома с заспасанного обломками пола. Она швырнула их в размахивающиеся конечности. Страницы врались, когда дома ударялись о свою цель, заставляя существо отступить от боли. «Ты гениальная, Мила!» — воскликнул Артур. Вместе они атаковали древнее зло литературой, словно импровизированными гранатами. Битва за будущее библиотеки началась. Хотя импровизированный острел книгами удалось заметить атаку существа. Зверь из недр был далек от поражения. Пыль камня слышалась, когда его когти впились в стены колодца, вытаскивая его громоздкое тело все выше к свободе. Мила и Артур отступили к противоположной стене, выход блокировали извивающиеся щупальца. Призрак просто безучастно смотрел, словно смирившийся с этой ужасью. «Должен быть способ оттеснить его обратно!» — крикнул Артур и отчаянный. Если бы у них было какое-то оружие или инструмент в этой пустой камере, тогда его взгляд упал на ржавую старую лопату, брошенную по лесости. В голове зародилась идея. «Мия, отвлеки его!» Смело встречавшая размахивающиеся конечности, Артур спустился с лопатой и начал лихорадочно копать в полу камеры. Копка вскоре раскрыла маленький туннель, едва достойный для полезния. Их путь к спасению. «Сюда, быстро!» — позвал Артур. Мила бросилась к нему и протиснулась в пыльный туннель, пока за ними расставались рови. Они ползли как можно быстрее через паутину и пыль, прежде чем проход внезапно опорался в полушке. Сверху доносились глухие рови освобождающиеся существа. Они не могли прятаться здесь навечно. Глядя зверь на камень,
блокирующий их путь. А то заметил разные символы, похожие на те, что были в камере. Эти знаки как-то должны открыть выход. Пробормотал он. В его голове звучали предупреждения призрака. Погружение в забитые места пробуждало силы, которых они не понимали. Смогут ли они усмирить зверя из недр, или он поглотит их свеч? Изучая загадочные резкие узоры при мерцающем свете, факела Артур провел пальцами по сложным синовам. Должен быть какой-то скрытый узор или код, спрятанный среди них. Тем временем Мия тщетно пыталась оттолкнуть каменную преграду, удерживающую их под землей. Ее дыхание было короткими, глаза полны слезами отчаяния. Артур объял ее, желая смыть ее страхи. Громкий удар раздался из камеры, из которой они ждали. За ним последовал нечеловецкий рев. Чем дольше они искали ключ к выходу из туннеля, тем больше ярости зверь обрушит на библиотеку наверху. «Что, если мы не успеем разгадать?» — шепотом спросился Мила, выражая все возрастающее сомнение Артура. Артур сжал ее руку, присвоя к себе все оставшееся мужество. «Должен быть ключ, если мы только хорошенько посмотрим. Мы не можем позволить этому существу победить». Взглянув на сыновей еще раз, Артур заметил узор, выгравированный по краям, символ бесконечности, скрученный в форму дверной книги. В нем вспыхнула надежда. «Книжный червь!» — воскликнул Артур, как логотель библиотеки. Он прижал обе ладони к камню там, где был выдержан книжный червь. На мгновение ничего не произошло, пока с вековым стоном выход медленно начал открываться. Туннель наполнился электрическими полями. Держась за руки, Артур и Мила бросились в темноту, молясь о том, чтобы они смогли убежать от бесконечного голода зверя. Сердце колотясь, Артур вел их по завершенному туннелю. Рука скользила звон холодной каменной стены в качестве ориентира. Он пытался бежать, по ноги казались тяжелыми, словно он шел по потоке. Тяжелый воздух давил на них во всех сторон. Позади его Мия дышала дуршание и слишком громко в угнетающей темноте. Артур хотел сказать ей, что все будет в порядке, что они выберутся из этого кошмара. Но ложные утешения застряли у него в горле. Внезапно стена исчезла из-под пальцев Артура. Он споткнулся, оказавшись на краю пропасти, полной горячего влажного воздуха. Туннель вывел их в огромную подземную пещеру. Мерцающий огонь осветил гладкие черные стены, тянущиеся вверх по бесконечности. Где-то вдалеке долно ревело бурлящее подземное озеро. Они нашли логово зверя в глубине бездны.
Громкий всплеск оплавил о прибытии удовичного существа, поднимающегося из кипящего подземного озера. Щупальца скользили по острым зубам, зверь уставил свои светящиеся красные глаза на зажатых в углу детей. «Вы больше не украдете мой сокровища!» Голос существа гулко открашался от стен бесконечной пещеры. Трясущись, Артур встал перед Мией, когда огромная пасть начала опускаться на них. Он побежал защищать ее любой ценой. Чувствуя шуршущее дыхание на себе, Артур захмурился и помолился о чуде. Когда они готовились к концу, в пещеру внезапно порвался ослепительный свет. Артур рискнул открыть глаза и увидел, как призрак парил между ними и чувством, подняв руки в знак защиты. «Ты не причинишь вреда этим невидимым злобное создание», провозгласил призрачный образ. Огненное знание окутало его тонкую фигуру, когда он шел навстречу ошеломленному зверю. Существо отшатнулось и извивалось от боли от палящего света, исходящего от призрака. «Нет, свет жжет!» — завило оно, отступая в бурлящие воды. Когда ров побежденного существа затих в бездне, призрак обернулся к Артуру и Ми. «Вы освободили меня от моих цепей, когда открыли запретный туннель. Теперь я могу упокоиться, зная, что вы продолжаете наследие библиотеки». С этим прощальными словами призрачный библиотекарь исчез в вспышке света. Дети внезапно оказались обратно в подвале библиотеки, лежа в куче, но на вердиме. Все закончилось. Поднявшись по лестнице на шатких ногах, Артур и Мила глубоко схватнули приветствующий запах книг. Посетители просматривали полки, совершенно не подозревая об ушедшей беде. Сцепившись под руку, Артур и Мила вышли из библиотеки в лучи обещающего солнечного цвета. Хотя они были измотаны после своего страшного испытания, они знали, что пока они вместе, никакой зверь, скрывающийся в тьме, не сможет победить силу знаний и смелости. Торжественное переоткрытие общественной библиотеки Свитвотера прошло без дальнейших сверхъестественных происшествий. Но борьба с зверем из недр вдохновила Артура и Милю на следующую тайну — изучение истории призраков в их маленьком городке. Осматривая вновь восстановление полки, Артур прошептал: «У меня такое чувство, что это не была наша последняя встреча с нормальным». Глаза Мии сверкнули любопытством. У призраков Свитвотера еще много историй для рассказа. Наши приключения с привидениями только начинаются. Так неудачные сыщики принялись расшифровать пыльные архивы о привидениях из города, полные не
терпения узнать следующую закаточную главу. Закаточные книги шептали, обещая, что это только начало.